Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 19 октября, сегодня у нас с вами четверг. Обращаем ваше внимание, что сегодня у нас с вами денежный четверг, поэтому обязательно сегодня проведите одну уникальную практику. Для этого вам понадобится любая купюра, которая есть в вашем кошельке. Вам нужно взять эту купюру и сказать определенные магические слова. Вам обязательно в этот день нужно запустить определенные энергии в вашу жизнь, в ваш кошелек и вашу денежную энергию. Это очень важно, поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца и обязательно постарайтесь использовать это в своей жизни. Давайте начнем с лунного календаря и посмотрим, что же сегодняшний день нам с вами обещает. Итак, как мы уже сказали ранее, 19 октября это четверг, сегодня у нас с вами 5 и 6 лунные сутки, растущая луна в знаке зодиака Стрелец. И вы знаете, сегодня один из самых, наверное, благоприятных дней в этом месяце. Недаром это денежный день, когда энергетики все нам помогают в созидании, в нашем творении, чтобы в нашей жизни было только все прекрасно и чудесно. И сегодня из космоса идет достаточно много энергии. И наша с вами задача эту энергию перерабатывать, усваивать. Да, иногда это очень сложно, особенно когда человек не понимает, не сознает, почему он такой вот активный, почему он готов творить, созидать, делать все то, что ранее, возможно, он игнорировал. Здесь вам нужно понимать, что это энергии идут с космоса. Да, они каждый день идут в неограниченном количестве, но иногда именно человеческое тело, оно более открыто к этим энергиям, оно более легче перерабатывается. И мы те люди, которые мы понимаем, сами разбираемся и должны вот эту энергию лучше перерабатывать. Поэтому старайтесь сегодня, в этот день, больше уделять внимание себе. Старайтесь больше думать о том, что вы мечтаете, чего вы хотите в жизни. Конечно, у каждого это будет свое. Кто-то мечтает больше заработать денег, а кто-то, например, думает о том, как ему заиметь те или иные материальные блага. И это, вы знаете, нормально, потому что человек в каждый период своей жизни, он хочет чего-то достигнуть, чего-то сделать, попробовать. И это нормально, потому что каждый из нас таким образом набирается опыта. Хороший это опыт, плохой опыт, это уже второй момент. Но благодаря опыту, благодаря навыкам, которые мы приобретаем, мы с вами и развиваемся. Если посмотреть на человеческую жизнь, вот каждого человека в отдельности, если не обращать внимания на те какие-то вредные привычки, на то, что происходит его в жизни, то можно увидеть, что человек постоянно находится на спирали развития. Просто некоторые люди не готовы развиваться, не готовы, знаете, сделать все, что угодно, только не идти вперед, потому что, знаете, когда человек чего-то не знает, когда он что-то не понимает, он боится, но вы должны понимать и то, что как бы мы ни хотели, нас все равно жизнь заставляет идти вперед, хотим мы этого или нет. Иногда вот, когда люди не хотят двигаться вперед, не хотят развиваться, то, знаете, человек с более ощутимыми разрушениями в своей жизни сталкивается, с какими-то проблемами, с нюансами, пока он не поймет и не осознает, что не нужно прятаться, нужно идти вперед. Это, наоборот, будет быстрее и легче пройти какие-то моменты. Также сегодня не стоит каких-то ждать неожиданных событий. Вам нужно стараться быть в этот день творителем, создателем своей жизни. Даже если вам что-то не нравится в вашей жизни, вы должны понимать и то, что, возможно, сейчас такой период, когда вам нужно подумать, остановиться, поразмыслить и потом двигаться вперед. Также в этот день у многих людей очень четко обостряется интуиция, и человека усиливаются какие-то скрытые способности, какие-то магические возможности. Даже у некоторых людей сегодня может проявиться склонность к ясновидению и телепатии. Также сегодня день достаточно удачный для поиска животных, каких-то вещей, предметов и так далее. Что же касательно бизнеса и денег, то сегодня можно достичь успеха во многих сферах. Сегодня предоставляется прекрасная возможность проявить свои умения и таланты. Также сегодня удачный день и для коллективной, для групповой работы.
Также сегодняшний день благоприятен для решения и урегулирования материальных и финансовых вопросов для работы и бизнеса. При этом обращаем ваше внимание, сегодня ни при каких обстоятельствах, кто бы у вас чего-то не просил, не давайте в долг. Это касается и денег, это касается продуктов питания, это касается каких-то вещей и так далее, и так далее. Ни в коем случае не позволяйте никому, чтобы кто-то вмешивался со своей энергетикой в вашу жизнь. Также сегодня в этот день ни в коем случае не выражайте свое недовольство жизнью, обстоятельствами, не выражайте недовольство собой или другими людьми. Почему? Потому что сегодня очень важно все принимать таким, как есть. Да? Каждый из нас пытается изменить другого человека, подправить его, изменить его привычки, что-то изменить в характере, дать какие-то новые знания, попытаться поделиться опытом. Но вы должны понимать и то, что таким образом вы вызываете только агрессию по отношению к себе, потому что каждый человек приходит к тем или иным выводам в тот или иной момент. Ну а если вы заставляете, если вы напористы, то в этом случае это приводит к не очень хорошим последствиям. Обратите на это внимание. Также сегодня хорошо общаться. И не просто общаться, а стараться получать удовольствие от такого общения. Поэтому желательно в вечернее время пообщайтесь со своими родными, близкими. Нет никого рядом. Возможно, у вас есть подруга, знакомая, которой вы можете за чашкой чая обсудить какие-то рабочие моменты, какие-то вопросы. Но опять же, старайтесь это, чтобы все было только в созидательном русле, потому что когда это в негативном, в разрушительном, а сейчас у нас такое время, когда каждое наше слово может влиять на нашу жизнь. Обратите, пожалуйста, на это особое внимание. Что же касательно здоровья, обращаем ваше внимание, что если человек заболел в этот день, то особо беспокоиться не стоит, потому что человек, который заболел, он может выздороветь достаточно быстро, даже до наступления полнолуния. Также этот день благоприятен для проведения различных процедур омоложения. Хорошо сегодня использовать хвойные ванны, ароматерапию. Можно проводить даже лечение, например, бронхов, верхних дыхательных путей. Что же касательно стрижки волос в этот день, то сегодня с волосами заниматься нежелательно. Это может привлечь простуду, ухудшение обоняния и даже общего самочувствия. Поэтому 10 раз подумайте о том, стоит ли вам этому сегодня уделять внимание. А на что еще мы рекомендуем вам обратить внимание, что сегодня стоит в любой ситуации оставаться, быть спокойным. Да, иногда это очень сложно, особенно ввиду того, что люди могут быть раздражены, люди могут быть чем-то недовольны, но вы должны понимать и то, что только все зависит от вас. Не стоит сегодня быть недовольными, вне зависимости, что это будет, с собой, кем-то и так далее. Старайтесь принимать все таким, как оно есть, даже если вам это не нравится. Также делаем вам акцент сегодня на том, что сегодня, ввиду того, что сегодня и денежный день, и энергетика этого дня достаточно сильна, не одалживайте ни деньги, ни вещи, ни предметы, ничего, потому что таким образом вы можете отдать свое благополучие другим людям. Поэтому, чтобы такого не было, все-таки подумайте о том, стоит ли вам именно в таком русле поступать. И вообще сегодня старайтесь, будьте осторожны со словами. Лучше говорите слова, которые связаны в созидательной форме. Ну, например, я привлекаю достаток, изобилие, благополучие, я магнит для денег и так далее. Это очень важно. Да, поэтому даже очень важно, чтобы вы даже в комментариях к этому видео прописали то, что вы желаете, о чем вы мечтаете, потому что сегодня слова, они имеют также определенную вибрацию, энергетику, которая может действительно помочь вам изменить вашу жизнь. Далее, что же касательно сегодня общения с начальством, то вы знаете, сегодня достаточно прекрасный день для того, чтобы обсуждать со своим руководством, со своим непосредственным начальником любые вопросы. Это могут касаться и развития компании, это может касаться вашей заработной платы, это может касаться карьерного роста и так далее, и так далее. Главное, подходите дипломатично и умейте находить правильные слова, потому что агрессия, напористость ни к чему не приведет вас.
Что же касательно смены места работы, то сегодня хорошо планировать переход на новую работу, но вот само изменение лучше все-таки перенести на другой день. Что же касательно недвижимости, той же покупки, продажи, если у вас нет никакой острой необходимости, то операции с недвижимостью лучше сегодня отложить на другой день. Обращаем на это ваше особое внимание. Что же касательно зачатия, то сегодня благоприятный день для зачатия. Рекомендуются сегодня умеренные физические нагрузки, но опять же обращаем ваше внимание, не стоит сегодня попытаться побить все рекорды, наше тело не может не выдержать. Также сегодняшний день подходит для каких-то мелких, небольших домашних дел, то та же уборочка, приборочка, перебирание вещей и так далее. Глобально сегодня все-таки не стоит ничем заниматься. Сны, которые приснились в этот день, считаются вещами, поэтому не стоит их кому-либо рассказывать. Лучше всего, если вы их запишете на листок бумаги, напишите дата, и к этому сну вы вернетесь буквально через неделю-две и попытаетесь разобраться, что же этот сон для вас означал и какую информацию нес. Что же касательно подсказок Архангела Михаила на этот день, 19 октября, обращаем ваше внимание, выпала карта, которая звучит следующим образом: «Будьте великодушны к себе». О чем эта карта? Эта карта говорит о том, что высшие силы уважают вас, уважают ваши эмоции, чувства, и вы думаете о том, что вы несовершенны, что у вас ничего в жизни не получается, что вы неправильно живете. Вы должны понимать, что это ваши упреки, это ваши негативные мысли. Человек всегда живет так, как ему подсказывает его сердце. Да, кто-то считает, что это неправильно, кто-то правильно, но вы должны понимать и то, что все зависит от каждого из нас. Поэтому очень важно любить себя, любить свое тело, любить все то, что у нас есть в нашей жизни. Также карта говорит о том, что вы делаете все возможное, находясь вот в тех обстоятельствах, в тех рамках, с которыми вы столкнулись на данном этапе жизни. Поэтому сегодня хорошо, если вы остановитесь, если вы будете добры больше к себе, если вы будете больше отдыхать, возможно, медитировать. У каждого это будет своя практика, но вы должны понимать и то, что наше тело и наша душа, они неразрывны. Мы пришли в этот мир, чтобы познать и увидеть что-то новое и интересное. Также старайтесь сегодня не оказываться в каких-то тяжелых ситуациях, в каких-то форс-мажорных обстоятельствах. Конечно, кто-то скажет: а как же я могу знать или не знать? Я же не умею читать мысли. Вы должны понимать, что вы должны чувствовать все на интуитивном уровне в первом случае. Если высшие силы, вы чувствуете, что вам сюда сегодня не надо ехать, идти, звонить, не делайте этого. Заставлять себя ни в коем случае нельзя. Также в этот день старайтесь употреблять здоровую пищу, насколько это, конечно, возможно. То есть, если сегодня стоит вопрос покушать салат или съесть жареную картошку, то, наверное, лучше выбрать все-таки овощи. Также старайтесь сегодня говорить с любовью о себе, говорить с любовью о других людях. И молитва, которую мы рекомендуем, друзья, в этот день звучит следующим образом. Архангел Михаил, пожалуйста, помоги мне обрести любовь во всем, о чем я думаю, говорю и делаю. Помоги мне знать, что я заслуживаю этого сочувствия. Я освободился от чувства вины, и теперь я могу обрести внутренний мир. Обращаем ваше внимание, что слова этой молитвы будут в описании к этому видео, поэтому в любое время вы можете эти слова прочитать. Также, как мы уже сказали ранее, сегодня денежный день, и очень важно провести практику с купюрой. Вы можете взять любую купюру, которая у вас есть в кошельке. Вам нужно ее достать. Если вы не знаете, какую купюру, постарайтесь на интуитивном уровне понять, какая вам купюра нужна. И на нее нужно нашептать следующие слова. Деньги к деньгам идут, и в кошельке моем остаются. Желаю, чтобы богатство мое приумножалось, и у меня оставалось, да будет так. После того, как произнесли эти слова, эту купюру опять верните в кошелек. И желательно положить ее в отдельный кармашек в вашем кошельке.
И уже 20 октября вы эту купюру можете использовать. Таким образом, эта купюра наполнит энергию вашего кошелька и вашей жизни. Все может кардинально измениться. Только помните о том, что эту практику мы проводим только в хорошем настроении духа, с открытым сердцем. Это очень важно понимать и осознавать. Вот такой, друзья, у нас с вами день, 19 октября, по народным приметам, по лунному календарю. И надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам, друзья, мыслимых и немыслимых благ. Друзья, услышимся с вами уже буквально в следующем видео.